Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в новое путешествие. Сегодня нас ждет невероятное путешествие. Мы отправляемся в Лахта-центр. Самое высокое здание не только в России, но и в Европе. И один из самых впечатляющих архитектурных символов Санкт-Петербурга. В этом видео мы покажем, как добраться до Лахта-центра. Расскажем, где и как купить билеты, сколько это стоит. И, конечно, поделимся видами с высоты, которые вас точно поразят. Готовы к захватывающим дух панорамам? Тогда поехали! Если вы еще не были в Лахта-центре, после этого ролика точно захотите туда попасть. Не забывайте ставить лайки, подписываться и комментировать. Нам важно ваше мнение. Погнали! Давайте начнем с самого важного, с билетов. Их количество ограничено, и купить можно только заранее через интернет. Шансы зайти на сайт и просто взять билеты в любой момент крайне малы. Это почти как выиграть в лотерею. Это напоминает битву за железнодорожные билеты в Крым на август. Новые даты появляются на сайте ровно в 12 часов, синхронно с полуденным выстрелом Петропавловской пушки. Но нам повезло, билеты у нас в кармане. Теперь о том, как добраться. На машине в выходной доехать несложно, но лучше заранее продумать парковку. Если без авто, помогут трамваи номер 19 и 48. Конечно, их рядом. Ну или автобусы. Ближайшая станция метро – Беговая. В общем, все продумано. Вперед к приключениям! Территория Лахта-центра облагорожена, а когда-то тут, насколько я помню, был склад песка. Земснаряды с Лахтинского разлива намывали сюда песок, а различные грузовики потом развозили его отсюда. И когда проезжаешь мимо на электричке, открывался вид на это все. С тех пор почему-то у меня отпечаталась Красная Татра. Нам, мальчишкам, она казалась верхом автомобилестроения с ее косолапыми колесами. Мы считали ее самым крутым автомобилем. По многим параметрам она действительно превосходила конкурентов того времени. Подойти к протоке, соединяющей Лахтинский разлив и Финский залив, раньше не представлялось возможным. А теперь, пожалуйста, можно даже спокойно потрогать водичку в Лахтинской гавани. Попасть в саму башню, точнее, чтобы начать экскурсию, нужно зайти в 13-й вход, он находится в самой башне. А вот проследовать к 13-му входу можно двумя путями. Первое – это пройти через входную арку комплекса. Это тоже по-своему уникальное здание. Она имеет безопорный пролет 98 метров. Это как футбольное поле, ну или Исаакиевский собор. Это основной вход, куда входят и посетители, и сотрудники. С помощью лифта или по лестнице нужно подняться на этаж вверх. Пока ожидаешь своего времени экскурсии, можно посидеть, выпить кофе в кафе. Ну или второй вариант, как мы и сделали, это обойти главный вход и проследовать в арку во входной арке. Вот такая тавтология. И сразу попасть к башне и ко входу, который нам нужен. Но наше время экскурсии еще не пришло, поэтому пока погуляем. Вот эти трубы, или можно сказать рельсы, это специальная конструкция для обслуживания башни снаружи. Я так понимаю, по ним ездит специальная люлька. Но также башню снаружи обслуживают и обычные альпинисты. Все, что под нами, это по сути фундамент башни. И там еще вниз 2 этажа, что ли. При этом там еще и могут находиться сотрудники. И чтобы свет проникал в помещение, снизу обустроены вот такие светопропускающие конструкции. Вот через эти треугольники на земле свет попадает внутрь. Тут организовано пространство для прогулок, для посещения, для любования заливом. Реально прикольно. Есть лавочки посидеть, если устали. Типа такой оригинальный фонтан. А вот в этом здании рядом с самой башней планируется, а может уже и открылись, концертный зал и планетарий. Ну а нам, собственно, пора на экскурсию.
Как театр начинается с вешалки, так и посещение башни, как особо охраняемого объекта, начинается с досмотра. Досмотр проходит достаточно быстро, если у вас нет запрещенных предметов и предметов, вызывающих подозрения. После прохода на территорию всем раздают радиогиды, и экскурсовод начинает экскурсию. Осмотр начинается с макета вахта-центра. Как видим, есть еще что строить. Не построено еще 2 башни из 3 запланированных. Причем башня, в которой мы сейчас, самая низкая. Ее высота со шпилем составляет 462 метра. А вот высота второй башни составит 555 метров, а самой высокой 703 метра. И цифра 703 – это не просто цифра, взятая с потолка. 1703 год – это год основания Санкт-Петербурга. Именно идея связать этим числом прошлое и будущее Петербурга обусловлена такая высота самой высокой башни. А самый высокий этаж этой башни будет располагаться на высоте 590 метров. Для понимания, мы сегодня поднимемся на отметку 365 метров. Вот на макете и представлено, как это будет выглядеть, если все планы будут реализованы. Из-за близости Финского залива и слабых грунтов все фундаменты комплекса опираются на сваи. Фундамент вахта-центра – это, по сути, мощная железобетонная коробка на 264 сваях, которые уходят в землю на 82 метра. Диаметр некоторых достигает 2 метра. Верхние и нижние плиты соединяются 10 радиальными стенами, диафрагмами жесткости. По форме связка этих 3 элементов представляет собой двутавр, особо устойчивый конструктивный элемент. Вот как раз в этом самом фундаменте между основных плит и находятся техэтажи, чьи окна в виде треугольников мы видим на площади перед зданиями. Ну а теперь пора в лифт и подняться к самому интересному. Кстати, все экскурсионные группы состоят из 15 человек. Знаете почему? Для того, чтобы все поместились в один лифт. Как говорится, в тесноте, но не в обиде. Вот это, кстати, специальные экскурсионные лифты. Они следуют до 83 этажа со скоростью 4 метра в секунду. И это оказалась самая комфортная скорость для неподготовленных людей. А технический лифт может ехать в 2 раза быстрее, со скоростью 8 метров в секунду. Время подъема до 83 этажа составляет 1,5 минуты. Ну, это при скорости 4 метра в секунду. Соответственно, при максимальной скорости время было бы в 2 раза меньше. Кстати, каждый этаж вроде и типовой, но в то же время, с технической точки зрения, пожарка, слаботочка, другие коммуникации, каждый этаж уникален, так как каждый этаж башни сдвинут на 1 градус по оси относительно другого. И по итогу последний этаж повернут на 90 градусов относительно первого. Ну что ж, начинаем осмотр. А теперь давайте перейдем к самому интересному, к мякотке, так сказать. Прекрасные виды. Виды на залив просто умопомрачительные. Вот там вдалеке виден остров Котлин с Кронштадтом и собором морским. Не знаю, как будет на ютубе, возможно пережатие, но глазами прекрасно видно купол собора. Вот он, кстати, изнутри. Смотрите, самолет летит. Самолет летит ниже уровня, чем мы находимся. Это просто чувство такое. Ну, вид на старую вахту. Соответственно, Приморское шоссе. А это уже намыв на Васильевском острове. Городу нужны новые территории. Город растет в сторону Финского залива. Ну и, соответственно, Зенит-арена. Раньше когда-то здесь находился стадион имени Кирова. И это была такая реально глушь. Потому что он просто находился на отшибе. Туда ездил какой-то трамвай, помню, конечная была. А так, туда добраться было очень тяжело. Не было никакой связи с городом. Сейчас, как вы видите, территория развивается. Парк 300-летия Санкт-Петербурга. А вот это... Вы смотрите, как выглядит все снизу. Как игрушечно. Как будто ты находишься в какой-то игре. Типа City Skylines или там... Ну или другом каком-то градостроительном симуляторе.
домики как игрушечные. Вид на Питер, конечно, классный. Кстати, вот флагштоки, но сейчас флаги спущены. Высота каждого флагштока 175 метров, а размер каждого флага это 60 на 40 метров. То есть это достаточно большие полотна, которые весят достаточно много, соответственно, при сильном ветре их приходится спускать. Отвлечемся маленько от видов и посмотрим на высоту, на которой мы находимся. Для сравнения, здесь на интерактивном экране показываются высоты различных сооружений, как Питера, так и Москвы. Вот флагштоки, высота флагштоков 42 этаж. Башня почти дотянула до того, где мы находимся. Ну и продолжаем наш осмотр. А вот эти полукруглые штучки на окнах — это подсветка ночная. То есть ночью башня, соответственно, светится, и вот это вот как раз подсветка именно башни. То есть это именно декоративная подсветка башни. А вот это как раз рельса, по которой ездит люлька, чтобы стекла мыть. Но иногда, конечно, и обычным способом промышленные альпинисты спускаются на тросах и также моют, обслуживают башню. Вид на Лахтинский разлив. Как видим, птицы летают намного ниже, чем мы. То есть мы явно на высоте выше птичьего полета. Вот это белое здание, тут раньше была лодочная станция, может она и сейчас есть. Чуть дальше нее пляж. Когда-то, кстати, там стоял земснаряд, который как раз намывал песок сюда, где мы находимся, в том числе. Ну и, соответственно, сама Лахта. Старая ее часть, так называемая Бобылевская Слобода, здесь находится. Это, собственно, вид уже на саму Лахту. Как видим, здесь идет строительство, продолжение Шуваловского проспекта. Ну и для моей главной подписчицы помечу очень важный объект. Вот здесь вот он находится. То есть вот здесь вот раньше была воинская часть, вот выделю я территорию, когда-то была, там связисты какие-то находились. Вот в самом низу кадра видно, что строится станция Лахта железнодорожная. Как-то ее строят, все открыть не могут. Ну, наверное, скоро уже достроят, я надеюсь. А вот здесь вот когда-то были поля. Поля здесь находились где-то, наверное, до середины 80-х. В последнее время они там использовались под сенокос, под пастбище иногда. Потом где-то в начале 80-х, по-моему, были построены шахты, несколько шахт для постройки канализационного коллектора на очистные сооружения для нового района. Соответственно, шахты заняли часть полей. Сейчас, как видим, все заросло. Еще в 90-х годах эти поля были не заросшие, но, как видим, природа берет свое, когда человек бросает землю. Ну и, собственно, вид вниз, я еще раз повторюсь, это как будто ты в игре находишься. Особенно автобусы такие яркие, прям вот
некоторых играх, где градостроительных, можно выделить как раз автобусы, перекрасить в яркий цвет. Сейчас, может быть, если найду кадры какие-нибудь, поставлю. И это примерно так же выглядит, как будто это реально в игре. Как видим, тут идет стройка, то есть идет подготовка. Не знаю, по срокам, когда еще 2 башни будут построены, непонятно. Ну и вот надо сказать, вот пока я монтировал этот ролик, мы побывали в башне Федерации. Скажем так, здесь, именно с этой башни, с вахта-центра, намного приятнее смотреть вниз. Не знаю, может быть, потому что такая зелень, такие какие-то отдельные здания, ну, намного красивее вид, чем из башни Федерация. А видео о башне Федерации скоро появится на моем канале, так что подпишитесь, чтобы не пропустить это. Ну и заодно будет повод сравнить, скажем так, 2 башни, в принципе, одинаковых по высоте. Ну и виды там, виды совершенно другие, конечно. Москва это Москва, а здесь Санкт-Петербург, ну даже можно сказать окраина Санкт-Петербурга, да, тут частный сектор, скажем так, с одной стороны. Когда-то это был вообще, ну, реально окраина. То есть граница города проходила прям недалеко отсюда, еще в 80-х годах. А потом присоединились Сестрорецк, и город разросся в ту сторону очень сильно. А когда-то Лисий Нос, тот же, это было уже совсем другое. Посмотрим, как выглядит башня изнутри. То еще раз говорю, вот эти полукруглые штучки, это именно светильники, подсветка башни самой. Ну, так выглядит конструктив. Мы, кстати, поднялись еще на 4 этажа, по-моему, чуть повыше. То есть еще смотровая площадка чуть повыше. Ну, конечно, тут виды не особо отличаются от тех, что внизу. Как бы 4 этажа по сравнению. Ну, то есть, видим, уже когда мы поднимаемся еще выше, на 89-й, по-моему, этаж, тут уже смотреть не очень удобно, потому что подойти к окнам везде ты не можешь. То есть, где-то есть там подходы, но в большинстве своем вот ты смотришь так вот. Ну и, соответственно, над нами уже там, в принципе, как таковых помещений нету, где можно находиться. Тут уже инженерные сооружения дальше. Дальше открытая часть самого купола башни. Вот такой конструктив из железа и стекла. Но виды, конечно, потрясающие. Из-за того, что башня стоит на берегу залива, виды открываются на город совершенно потрясающие. Плюс в Питере достаточно много таких сооружений, которые ты можешь опознать. Там тот же Исаакий, тот же вот стадион, еще какие-то там Адмиралтейство и так далее, Петропавловка та же. То есть именно доминанты по высоте. То есть ты можешь понять, что это центр где-то находится, рассмотреть что-то. А может быть просто из-за того, что я Питер знаю лучше, чем Москву. Поэтому, соответственно, здесь мне понравилось больше. Но надо сказать, что с точки зрения бардака, скажем так, в Московской башне Федерации бардака намного больше. Здесь все четко, все спланировано, все организовано. Мне очень понравилось. Так что, если есть возможность у вас, обязательно посетите этот объект. Впечатление на 5 с плюсом. Ну ладно, 5 с плюсом, может, я прибавил, но на 4 впечатления у вас точно будут. Ну а нам пора. Вот смотрите, у кого-то упали очки и все. Я не знаю, кстати, как дальше это. Ну а мы спускаемся вниз уже на 83 этаж. Параллельно видим структуру башни. Ну и нам, в общем, пора. До новых встреч. Если вам понравилось, вы знаете, что сделать. Ну а мы увидимся в следующем городе. Пока-пока.